Привет, друзья! Пока внимание всей Германии и значительной части мира приковано к фигуре нового канцлера Фридриха Мерца, в тени остается человек, играющий в его жизни далеко не последнюю роль – его супруга Шарлотта Мерц. Кто она? Почему Шарлотта Мерц не стремится к публичности и чем занимается вдали от политических трибун? Сегодня я расскажу вам о невероятной женщине, которая не только поддерживает канцлера Германии, но и ведет самостоятельную, насыщенную профессиональную жизнь, оставаясь при этом принципиально, независимой и удивительно скромной. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц занимает жесткую позицию по отношению к России, которая ведет полномасштабную войну против Украины. Однако за этим уверенным политическим лидером стоит не менее сильная личность его супруга Шарлотта Мерц. Эта женщина, несмотря на публичность мужа, предпочитает оставаться в тени, но при этом ведет насыщенную профессиональную и общественную жизнь. Я решил вас познакомить с информацией, что на сегодняшний день известно о жене канцлера Германии и чем она занимается. Шарлотта Мерц в девичестве Гаас или Гаас родилась в 1961 году в федеральной земле Саарланд в западной части Германии. Ее семья была глубоко укоренена в правовой традиции, дедушка и отец были адвокатами, а мать работала судьей. Такое окружение с детства сформировало у Шарлотты четкое представление о юридических и моральных принципах, что впоследствии определило ее собственный профессиональный путь. Получив школьное образование, она поступила в Боннский университет, чтобы изучать юриспруденцию. Именно в этом учебном заведении в начале 1980-х годов она познакомилась с Фридрихом Мерцем, тогда еще молодым, но амбициозным студентом, мечтающим о большой политике. Их знакомство быстро переросло в крепкие отношения, и уже в 1981 году пара обручилась, а вскоре и поженилась. Их брак, заключенный еще в студенческие годы, оказался прочным, они вместе уже более 40 лет. У Шарлотты и Фридриха Мерца 3 детей, сын и 2 дочери. Интересно, что первые дети появились еще во время обучения в университете, и супруги вынуждены были совмещать учебу с родительскими обязанностями. В одном из редких интервью Шарлотта с теплотой вспоминает, как Фридрих Мерц активно помогал ей в уходе за малышами и называл этот период трудным, но очень важным для становления их как семьи. После завершения образования Шарлотта продолжила свою карьеру в юридической сфере. Уже в возрасте 32 лет она была назначена судьей по семейным делам в окружной суд города Арнсберг в земле Северной Рейн-Вестфалия. В ее юриспруденцию входили дела о разводах, опеке над детьми и другие чувствительные вопросы, которые требовали не только юридической строгости, но и человеческого подхода. В 2016 году она заняла руководящую должность в этом же суде, совмещая ее с непосредственной работой судьи. Несмотря на политическую карьеру ее супруга, которая со временем становилась все более стремительной, Шарлотта всегда подчеркивала свою профессиональную независимость. Даже после того, как Фридрих Мерц стал федеральным канцлером, она заявила, что не собирается менять свою обычную жизнь, переезжать в Берлин или отказываться от своей работы. По ее словам, ее дом – это Арнсберг, и она намерена и дальше служить обществу в роли судьи. Хочу еще отметить, что Шарлотта избегает публичности, ее крайне редко можно увидеть в средствах массовой информации или на политических ток-шоу, однако на официальных мероприятиях она появляется вместе с мужем, неизменно демонстрируя безупречный вкус и чувство стиля. Она предпочитает классические, но яркие наряды, которые подчеркивают ее индивидуальность. Именно умение сочетать элегантность с уверенностью делает Шарлотту запоминающейся фигурой рядом с политиком такого уровня. Однако за внешним спокойствием и сдержанностью скрывается сильный характер. Мерц не любит, когда ее воспринимают исключительно как жену политика. В суде она неоднократно высказывала раздражение по поводу того, что к ней обращаются с репликами, связанными с ее мужем. Например, когда посетители передают приветы Фридриху Мерцу, она на это реагирует сдержанно, но категорично. Для нее важна личная и профессиональная идентичность. Для справки сообщу вам, что Шарлотта активно участвует в жизни христианской общины. Она входит в Синодальный совет церковного округа Зост-Арнсберг и является членом Христианско-демократического союза.
На одной из партийных конференций, когда репортер хотел задать ей вопрос о культурной политике Германии, она закрыла микрофон и остроумно ответила, цитата: «Ведущая культура означает прежде всего, что нужно спросить, хотите ли вы дать ответ», чем вызвала оживленную реакцию в зале. Это показывает, что она способна вести дискуссии на равных, обладая и чувством юмора, и твердостью. Несмотря на высокие должности и занятость, супруги Мирцы уделяют внимание совместному досугу. Они любят кататься на велосипедах по живописным дорогам Зауэрланда, посещать кинотеатры, концерты и активно участвуют в культурной жизни своего региона. Кроме того, пара основала фонд Фридриха Мирца и Шарлотты Мерц, который поддерживает образовательные инициативы в Арнсберге, в том числе финансирование программ для одаренных детей и развитие школьной инфраструктуры. Сегодня Шарлотта Мерц – это не просто первая леди Германии, это самостоятельная, профессиональная женщина с твердыми принципами, глубоким интеллектуальным багажом и активной жизненной позицией. Ее жизнь – это пример того, как можно сочетать личную скромность с общественным влиянием, а юридическую строгость с добротой и эмпатией. Шарлотта Мерц – пример современной немецкой женщины, которая, несмотря на высокий статус своего супруга, строит собственную карьеру, служит обществу и при этом сохраняет личную скромность и достоинство. Она не просто жена политика, она профессионал, общественный деятель и личность с твердыми убеждениями. И даже, возможно, именно такая тихая сила рядом с канцлером делает его позиции еще более уверенными. Делайте выводы сами, а если понравился мой рассказ, поддержите меня подпиской и делитесь своим мнением в комментариях. Спасибо за просмотр.